Геронда, вы много лет занимались православной миссией в Африке. Как вы относитесь к тому, что Московский патриархат создает там собственные церковные структуры, не подчиняющиеся Александрийскому патриархату? Что это означает для православной миссии и самих африканских верующих? Меня пригласили служить в миссии в Африке, в Конго-Браззавиле. Я прослужил там около 10 лет, не оставляя при этом Святую Гору. Раз в 2 месяца ездил туда и возвращался. У этой страны были тесные связи с Россией и другими странами бывшего Советского Союза. В определенный период после обретения независимости она стала государством-сателлитом Москвы. То есть государством, связанным с Москвой коммунистической идеологией, хотя в действительности коммунизм в Африке невозможно было осуществить. Конголезцы отправлялись по стипендиям учиться в Россию и другие коммунистические страны. Многие из этих людей уже много лет назад вернулись на родину. После падения коммунизма они заняли там высокие государственные, политические и преподавательские должности и продолжают занимать их сейчас. Так сохранялась связь с русской церковью. И среди нашей церковной паствы было довольно много русских женщин, украинок и болгарок. Дело в том, что те, кто уезжал учиться, особенно африканцы, мечтали о белой, светловолосой, не знаю, там, красивой жене. Они женились, привозили своих жен и детей в Африку, а потом обычно бросали жен. Поэтому женщинам приходилось искать прибежище в церкви. Таких случаев у нас было много. Существовала и связь с православием в России. Но все это совершенно отличается от того, что происходит сейчас. К сожалению, существует образ мышления, не имеющий никакого отношения к подлинной церкви. Апостольской православной церкви. Все миссии и местные церковные структуры Африки подчиняются Александрийскому патриархату. Таков был наш порядок в каждой создаваемой миссии и в каждом регионе, куда кто-либо отправлялся вести миссионерскую деятельность. Он отчитывался перед Александрийским патриархатом, а тот осуществлял экклезиологическое, церковное и отеческое попечение обо всей этой деятельности. К сожалению, возник украинский вопрос, который породил раскол внутри православной церкви. Последовали и реакции, которые были совершенно не церковными. Одной из таких реакций стало применение в Африке принципа, которого придерживается русская церковь. При этом со стороны самой Африки никакого запроса не было. Этот принцип был навязан региону Московским патриархатом. Такой реакции не должно было быть. Она неправильна. Особенно, когда речь идет о людях и местах, где только теперь знакомятся с православием, восхищаются им и говорят, что это апостольская церковь. Именно к ней после долгих поисков обращаются многие африканцы из других вероисповеданий или из своих традиционных религий.
Этот принцип русской церкви, скажем так, состоит в том, что каждый русский, где бы он ни находился в мире, в церковном отношении принадлежит Московскому патриархату. Поэтому Московский патриархат может иметь епископов в разных местах. Но теперь Московский патриархат привлек не русских, а главным образом африканцев, которые по той или иной причине испытывали трудности с Александрийским патриархатом, экономические или церковные. Экономические трудности возникали потому, что у патриархата не было возможности обеспечивать все усилия и новые начинания, появлявшиеся во множестве африканских стран. Он не мог в достаточной мере покрывать расходы на жалования и другие нужды. Поэтому помогали поместные церкви, например, Кипрская и Элладская, а также православные церкви из Америки, Австралии и Канады. Другая причина заключалась в том, что африканцы, не будучи зрелыми, входили в церковь, но продолжали жить своей прежней жизнью. А такой образ жизни необычен с точки зрения наших нравов и обычаев. В нем присутствует полигамия, нередко связь с магией и чрезмерное почитание семьи, то есть очень сильная привязанность к ней. Все это создавало проблемы в миссионерской деятельности. Поэтому довольно многие и христиане, и клирики подверглись церковным мерам, некоторые были отстранены, некоторые лишены сана, а некоторые сняты со священнического служения. Они оказались вне церкви или без того служения, которое несли прежде. В этом тяжелом положении тут же появился экзархат, созданный Московским патриархатом. Он принимал этих людей, брал их к себе, покрывал все их расходы, а иногда рукополагал и назначал ответственными. Так возникла странная и с церковной точки зрения неправильная ситуация. Эти люди не подчиняются Александрийскому патриархату, который экклезиологически несет ответственность за Африку. Не подчиняются они, конечно, и соответствующим местным митрополиям. Кроме того, люди, не подходящие для пребывания в клире, становятся во главе православных церковных общин, создавая раскол и парасинагоги. Эти приходы не относятся к местной церковной структуре Африки, а подчиняются непосредственно Московскому патриархату. Конечно, довольно многие из них могут осознать эту ситуацию и захотеть вернуться. Но вы знаете, когда человек очень беден, деньги играют большую роль, и он легко может поддаться их влиянию. Так же происходит, когда человек теряет свое положение и тот почет, которым пользовался. Причем изгнан за собственных поступков и по собственной вине. Тогда он ищет, где получить защиту и найти пристанище. Вот почему многие примкнули к российскому экзархату и связали себя с русским патриархатом. Мы надеемся, что украинский вопрос перестанет существовать в нынешнем виде и будет разрешен. И надеемся, что дело не дойдет до того,
что беднейшие из бедных и самые малые среди малых, православные африканцы, будут страдать из-за церковных взаимоотношений крупных патриархатов. Главная проблема современного православия — это недостаток достойных примеров.